Когда-то мы писали «Счастливые родители Оксаны и Алексей», но этого не произошло. И сейчас я хочу забрать свою дочь. Он приехал, взял ее погулять и украл. Вы же знаете, где он живет? Я вот понять не могу. Я ездила один раз, Один раз? Валялась в Уматину. Откуда вы это знаете? Ну что? Ты живешь со мной в данный момент? это Твоя вот эта мартышка живет со мной в данный момент? Богатую нашел с машиной, с квартирой, да? Оксана, вы как познакомились? Да, он пришел с компанией. Ой, вроде бы Слышь, ты ничего. что врешь, овца? Я оставила его, а этих Слышь выгнали. С кем вы сейчас живете? Коробейников Сергей. Он пришел, даже ни конфетки, ничего не принес, просто пришел. Он начал мне, кто ты такой, кто ты такой. Ну, он прав. А кто ты такой? Добрый день. Вот какая получается история. Когда два человека, мужчина и женщина, живут вместе и пьют вместе, им кажется, что все хорошо. А вот когда они расходятся и перестают пить Вместе. вместе, то тут же к друг другу возникает куча вопросов. Ну, я думаю, что дело не только в этом. 38-летняя Оксана Князева из Челябинской области вот уже 2 месяца просыпается в слезах. Ее 3-летнюю дочь выкрал бывший сожитель и прячет в другом городе. Когда-то мы писали «Счастливые родители Оксаны и Алексей», но этого не произошло. И сейчас страдает ребенок. Я хочу забрать свою дочь. Она 3 года была со мной. Изо дня в день. И сейчас вот я без нее. Думаю, что ей там плохо. По словам Оксаны, отцу вовсе не нужна была дочь. Он вспомнил о ней лишь после женитьбы. Новая жена взяла Алексея в оборот и мстит ей, используя ребенка. Олеся его ревнует ко мне. Отобрав у меня дочь, она хочет удержать около себя Алексея. Она мне писала, что на войне все средства хороши. Я пойду до конца. Я заберу свою дочь. Мне очень тяжело без ребенка. Сам же отец девочки Алексей Конищев утверждает, что вынужден был забрать ребенка от пьющей матери. Он убежден, что только в его семье дочь сможет находиться в безопасности. Оксана алкашка, шляется по мужикам, оставляет Еву одну дома, не занимается еюшним воспитанием. Я устал уже от этой ситуации. Надеюсь, что мы выиграем суд, и дочка будет со мной. Сегодня мы узнаем, правда ли, что ребенку грозила опасность в семье матери. Какие цели на самом деле преследует новая супруга. И что скрывает Оксана о своей прошлой жизни. Сегодня в нашей студии Оксана Князева из Челябинской области. Оксана, здравствуйте. Здравствуйте. Рассказывайте, что случилось? Я приехала к вам за помощью, потому что больше мне никто не помогает. Я хочу вернуть ребенка до суда. Она сейчас находится у бывшего сожителя. В июле месяце он приехал, взял ее погулять и украл. А сколько девочки? Девочке 17 июля исполнилось 3 годика. Так, и вы с тех пор ее не видели? С 25 июля я ее не видела ни разу. А как так произошло? Он ее отец, правильно? Он же, ее да? биологический отец. Мгм. А почему вы уточняете, что именно биологически? Он что, не занимался ей совсем? С 8 месяцев он ее не воспитывает. Мы с ним жили в другом городе, в Челябинске. Я родила Еву, ей исполнилось 8 месяцев, мы решили вернуться в наш город Карталы, так как у меня там своя квартира. В родовые я получила более 100 тысяч. На эти деньги мы сделали ремонт в Карталах. Он говорит, ты пока поживи одна, а я буду зарабатывать деньги, а сам приезжать к вам. Скажите мне, пожалуйста, а кем он работает и кем вы? На данный момент я работаю мастером маникюра. Он сейчас, я не знаю, работает ли или нет. Он приезжал, 2 месяца находился там, допустим, на неделю, на 1,5 приезжал к нам. То есть он периодически скидывал деньги. И я ему говорила, Лёш, только не пей. Вот, пожалуйста, только не пей. Вот за работой он получал деньги, каждый четверг у них был расчет.
То есть каждый четверг он мог нам отправлять там 5, допустим, 6 тысяч, когда меньше, когда больше. Он меня никогда не слушал, он приезжал, встречался там с друзьями, начинал пить. Это, естественно, где-то неделя-полторы. То есть мы сидели без денег. И из-за этого мы начали постоянно ругаться. Он мне всегда говорил: Оксан, а что тут такого? Ну, побухал я с друзьями, ничего ж такого нету. Когда мы с ним говорили до программы, он обвиняет вас в том, что вы бухаете. Я вам сейчас объясню. Начались такие, ссоры были постоянные. Это и подозрения в измене. То есть как он меня ревновал, так и я его ревновала. То есть он мне там изменял. Он сам в этом мне признался. А пили по отдельности? Изначально вместе, а вот уже потом, то есть когда уже все окончательно было все плохо, потом я могла тоже выпить, да. Вы не были в браке официальном, Нет. вы сожительствовали, верно? Да. Чья была инициатива и зачем это понадобилось? Пойти в суд для установления отцовства. Почему вы просто не могли записать его отцом в свидетельстве о рождении? Когда родилась Ева, мы проживали в Челябинске. Мы пошли с ним в ЗАГС, чтобы сделать свидетельство о рождении ребенку. Мне там сказали, что я могла его записать, дочь записать на него по месту прописки. Как может орган ЗАГС отказаться вписать отца? На Ну вот каком я тоже основании? не понимаю. А То он есть он не приходил отрицает, вместе с он вами? говорит: я Да, готов, но они он не говорят: заходил. нет, мы не будем. Да это чушь полная. Так правильно, он же должен был заявление написать о том, что он отец. Да. Ну, а почему он не зашел? Я не знаю, он с Евой на улице стоял. Скорее всего, это было сделано умышленно для того, чтобы получать пособие, как мать-одиночка. То есть вы мне хотите вот сейчас доказать, что он, придя с вами в ЗАГС, остался с Евой стоять на улице, а потом потратил деньги и время в суде для того, чтобы доказать, что он отец? Получается так. Вы были против того, чтобы он вписывал себя в свидетельство о Да. рождении. Вы ему отказали, Да. и он пошел через суд, правильно же? да. И через суд он смог это сделать. А почему вы ему отказали? Я ему говорила: приезжай без своей. Он познакомился с девушкой. А, вот в чем проблема. То есть вы выставили ему условия. У него появилась новая женщина, и вы попросили, чтобы он с ребенком виделся без нее, Без правильно? нее. Она ему была даже не жена. Он будет постоянно своих привозить разных, и я буду давать ей ребенка. А эта женщина-то когда в его жизни появилась? Примерно чуть меньше года назад. Так. Она появилась, и у него сразу началось: впиши меня в свидетельство о рождении. То есть с ее появлением Да, все это с началось? ее появлением это все началось. И они, видимо, начали бегать, вот это по судам собирать какие-то документы и подали в суд. А как зовут эту женщину, кстати? Олеся. Алексей сейчас живет с Олесей, верно ведь? То, что ребенок живет у них, это их совместное решение? Или Алексей топнул ногой и сказал: все, Олеся, ребенок будет жить здесь? Я не думаю, что это их совместное, возможно, и совместное решение, но она этому способствует больше, чем он. А ей зачем это? Я не пойму, никто не может понять. Чужой Они ребенок очень ей быстро зачем? расписались, понимаете? Буквально через 2 или 3 месяца вот они познакомились, и через 3-4 месяца они уже поженились. Можно я все-таки вот какие вопросы буду задавать совершенно меркантильные? Значит, в 2020 году вы переехали в Карталы. Вы сказали, что вы получили родовые 100 тысяч. Это за Еву. Да. Понятно. А квартира эта у вас откуда? На материнский капитал. А у вас еще дети Да, есть? еще А двое. сколько у вас минимум детей? 2, да. 2. Ну, и где? А где они, эти дети? Дочь живет уже отдельно. Сколько ей? 19 лет. Так, А сын живет у меня с тетей, со своей. а сколько ему? 13. А почему он с тетей живет? Так получилось, что на тот момент у нас с его отцом были плохие отношения. Знаете, о мертвых либо хорошо, либо никак. Я не буду говорить, как мы с ним жили, но жили мы не очень хорошо. Так с какого возраста Алексей живет С 2 не лет. с вами? То есть 10 лет вашего ребенка? С 2 лет. Ну, сейчас ему 13, да? Да. То есть 11 лет вашего сына воспитывает кто угодно, но только не вы, правильно же? Вы его часто видите, кстати? Мы общаемся, мы созваниваемся. А видели Он его когда приходит последний раз? Летом на каникулах. Он каждое лето на каникулах он приезжает к моей маме, к моей сестре, А к ко вам? мне. Мгм. Да, мы И сколько он у вас созваниваемся. провел времени? Где-то, может быть, за лето вообще, за последнее? Ну да. Не знаю, где-то несколько дней, наверное. Он у мамы ночует, вот у меня. Причем у здесь сестры. мама? Причем здесь ваша сестра? Я говорю про то, сколько времени он проводит со своей родной мамой.
Вот вы так гордо назвали отца Евы биологическим отцом, ну, то есть, а вы тоже биологическая мать, да? Потому что, ну, по-другому вас не назовешь. Квартиру, в которой вы сейчас живете, вы получили Вот же. давай, Когда родился Алексей, да? Давай сначала посмотрим на эту квартиру, а потом есть еще пару вопросов. Проходите. Это моя квартира. Здесь проживала со мной моя дочь Ева, которую этот забрал 25 июля. Это комната Евы. То есть у нее здесь есть все. У Евы есть свой синтезатор. Она пиликает, играет на нем. Ей нравится. Даже бывает немножко подпевает что-то. На день рождения мы ей купили вот такой мотоцикл. Но не успела много покататься, так как ее забрали у меня. Я очень часто плачу. То есть я пересматриваю ее фотографии, думаю, что ей там плохо. Я хочу ее забрать. Когда-то мы писали вот эти слова, делали вот такую фотографию. Здесь написано «Счастливые родители Оксаны и Алексей». Но такого не произошло, мы стали врагами. И сейчас мы делим ребенка. Я хочу, чтобы моя дочь жила со мной. И его жена Олеся не сможет дать ей материнскую любовь. Возможно, деньги, что-то еще, но не любовь и не ласку. Кому принадлежит эта квартира официально? Мне. А у Алексея есть доля в этой квартире, у вашего сына? Я еще не выделила. А почему? Когда Ну, вы мне- купили эту квартиру? В 2011 году. Ну, я помню, что мне говорили, да, что нужно выделить А долю, почему но вы этого как-то не сделали? понимаете, что Эта это квартира вам преступление? не принадлежит. Упустила я этот момент. Вы же лишены прав на Алексея. Да. Это вообще просто. А куда органы опеки смотрели? Она купила квартиру за материнский капитал? Никто из ее Ну, детей... лишили прав, наверное, позже, после того, как вы купили Лишили квартиру. лишили прав где-то год назад. То есть, потому что ребенку будет лучше там. Там будет... Это говорит его- мама абсолютно спокойно об этом. Ну, А не лишили ребенок прав. там какое? жил. Основание для лишения какое было? Я написала отказную сама. Вы знаете, Ирина, та самая опекун, категорически отказалась с нами общаться, просила не впутывать ее в эту историю. Видимо, у них все хорошо с ребенком. Но нам нужно было услышать все-таки ее мнение. Пришлось провести очень много времени у забора ее дома, а потом общаться через забор. Давайте посмотрим. Нам бы вот для информации просто узнать про Лешу. Леша здесь проживает со мной. Я его родная тетя. Про Оксану. Какая она мама? Понятия не имею, я с ним не жила. Какая она может быть мама? Правда ли, что он приезжает к ней на каникулах? Он приезжал к бабушке один раз. Ну, то есть она с ним не видится, правильно? Не знаю. Леша, получается, он здесь прописан или там? Дом материнский капитал, на его именно капитал, то есть это ничего страшного. Хотят не знать, почему так получилось. А с Лешей можно поговорить? Наверное, договор окончен. А почему вы Я не хочу в этом во всем участвовать. Можете еще раз, пожалуйста, только очень внятно объяснить, почему вы бросили своего ребенка? Я не хотела жить в их доме. Там жила его мама, моего бывшего сожителя, и его бабушка. Так как я купила уже вот эту квартиру, где сейчас проживаю, я хотела жить там. Он там жить не хотел. Он хотел жить с мамой. И вы бросили его вместе с ребенком? Нет. А куда смотались-то? Я сына забрала. Я жила с ним в этой квартире. Как долго? Ну, наверное, несколько месяцев. Я устроилась на работу. Сына оставила с соседкой. Мне позвонила соседка и говорит: Оксан, пришел Антон и забрал Лешу. Я говорю: как забрал? Я поехала туда, двери мне не открыли. То есть я не смогла ни увидеть, ни дозвониться до них, ничего. Вот, теперь смотрите. То же самое с Евой, правильно я понимаю? Он приехал, забрал. А вы сейчас-то к Еве ездили после того, как он забрал ее? Я ездила в августе. То есть, Один раз?
Да. С июля месяца он меня заблокировал везде. Да какая разница, где он вас заблокировал? Вы же знаете, где он живет? Я вот понять не могу. Я ездила один раз, да. Один раз Да. за все это время? Да. Ну, слушайте, о какой любви к дочке можно сейчас Они говорить? меня не Да пускают. какая разница, пускают вас или нет? Вы мать! Я вызвала ПДН. Я вызвала туда в Копейск ПДН. Они приехали и сказали, мы ничего не можем сделать. Они сказали, он имеет полное право, он отец. Он отец, а вы Подавайте мать. в суд. Да. И собирайте Вот, ребенка через вот, суд. наконец-то, господи, добрались. Вы за это время, что не видели ребенка, успели подать в суд на место жительства, определение места жительства? Определение места жительства и порядка И общения. порядка общения, да. Да, я подала в суд. Алексей приехал на суд, подал встречное исковое заявление. И все-таки, знаете, что мне не дает покоя? Олеся. Что она думает об этой истории и почему ей так важна эта девочка Ева? Давайте Олесю и позовем сюда. Не стыдно тебе слезы крокодили лить и врать и А что мне должно быть стыдно? А что не стыдно? Почему мне должно быть стыдно, я не пойму. Вы украли у меня ребенка. Мы не Я не украли. лишена материнства, не ограничена. Так и он не лишен и не ограничен, Оксан. Так подали бы сами в суд. Так а чё ж ты-то так долго сидела-то, ждала, В пока в смысле, суд? я долго сидела, А когда ждала? ты подала в Я суд? собрала все документы и Какие подала ты в собрала? суд. Ты даже, Какие? наверное, Ты оригинал не знаешь получила? вообще, где я бегала, куда звонила и куда обращалась, куда писала? Ты знаешь? А нам не надо было никуда бегать, мы и так все про тебя знаем. Я и смотрю, что вы знаете, Да, что-то всё слишком знаем. много. Очень много знаем. Олеся, Очень расскажите, много. пожалуйста, это правда ваша идея, что нужно забрать Еву, чтобы она жила вместе с вами? Нет, нет, я просто как супруга поддержала своего мужа в этом решении. Мой муж постоянно переживал за ребенка, в том плане, что нам звонили с кварталов, Оксана опять пьет, Ева там либо с Таней, Таня тоже сейчас куда-то там намылилась, ушла пить, Ева может дома вообще остаться одна. Таня это кто? Таня это старшая дочь Оксаны. А сколько ей лет? Ну, на тот момент, наверное, 18 было, сейчас, И она наверное, уже 19. ходит куда-то пить? Ну, она у нее давно уже как бы пьет. Мне еще Леша рассказывал, что она может вместе с мамой сидеть пить. Олесь, когда вы с девочкой познакомились? Первый раз я увидела 1 июля ребенка, вот вживую конкретно увидела 1 июля, когда Какое мы погуляли. впечатление она на вас произвела? Скажите мне. За 9 часов общения с ребенком я поняла, что ребенком не занимается. Я услышала от ребенка только 7 слов, понятных для взрослого человека. психолог? А сколько ей было? Я не психолог. Так, А как секунду. ты это поняла? Так, не надо Почти сейчас 3 драться, года. Ну, подожди. я слышала ребенка, Сколько Оксан. лет? Ты разбираешься в этом? Я с детьми с 10 Я лет сижу, разбираюсь. нянчусь. Сколько лет ребенку? 3 года почти было. 1 июля почти 3 года было. И у нее в лексиконе было 7 слов. Да, конкретных понятных слов было 7, я насчитала. Это папа, мама, тетя, баба, ну, такие стандартные. А что за проблемы с зубами у девочки? Мы ездили в стоматологии в детские, в городские, пытались, ребенок не ест толком, готовим такую пищу, ну, что-то мягкое было, там каши, пюрешки, супы, как бы, чтобы у ребенка 7 пульпитов в 3 года. 4 зуба на удаление, 4 зуба на восстановление. Мы поехали в бесплатные стоматологии детские, нам отказались лечить, потому что Ева плохо открывает рот, и чтобы не нанести ребенку психологическую травму, нам сказали, едьте в платную, лечите по наркозам большой объем. И нам насчитали в районе 100 тысяч. 1,5 месяца прошло. Оксан. А ты до Вы 3 лет... вылечили? А Подождите. ты что-то до 3 лет-то не вылечила и зубы-то? Стоп, секунду. Подождите, так зубы не вылечили? Пока еще нет, мы собираем, Потому пока что еще денег деньги нет копим. у них. Мы, Оксан, мы работаем, мы зарабатываем, Так и на вот, это копим. Оксан, Леша что сказал? Мы Оксана, миллионеры, что ли? как Миллионер. вы довели ребенка вот до такого состояния? У нас в кварталах частные клинические вот стоматологи, они не берутся вообще детей лечить. Я думала, что ребенку исполнится 3 годика, и мы сходим, может быть, в 3 года хотя бы ей хотя бы скажут, что нужно. Неправда, у Оксаны было всегда понятие, зубы молочные выпадут сами. Нам говорили это в поликлинике, Зубы молочные да. выпадут сами. Что Зачем зубки их лечить? молочные, через одного у ребенка у всех такие А еще зубки. нам, знаете, что стоматолог сказал? Что у ребенка там уже рубец от свища, то есть у ребенка настолько переболел зуб, у ребенка стоит хронический периодонтит, то есть это уже как бы, ну, прям очень сильно запущено, да, 7 пульпитов в 3 года иметь, это очень страшно. На что мы, когда Оксане сказали, что у нее пульпит, она говорит, ты что, ты знаешь, что такое пульпит, и я сейчас буду делать больно. Я вот ходила себе зубы удаляла. А что ж ты себе-то зубы-то удаляла? Ждала бы до старости, да выпали бы. Да? Да. Поскольку нас смотрит сейчас полстраны, я хочу обратиться к мамочкам, которые вот этой вот идеей больны. Молочные лечить не надо, они сами выпадут. Да, но тем не менее они заразят все коренные.
После того, как вы забрали ребенка и больше его не вернули к маме, она к вам приезжала? Она приехала 18 августа к нам. Леша находился на даче с Евой, они отдыхали. Ну, мы как бы не знали о ее приезде, она нам никак не сообщила. Как я вам сообщу? Я в черном списке у вас Оксан, везде. ну, это ты. WhatsApp, контакт. Дайте везде. ответить, Олеся. Твоя мама не в черном списке, ты со мной общалась с маминого телефона. Можно Забыла? было телеграмму А послать. при чем здесь Дальше вообще моя она мама? приезжает. Ну ты же находила как-то... Почему моя мама должна узнавать, где моя дочка, я должна делать? Так ты взяла бы от мамы, позвонила. Она приехала, она незаконно проникла на нашу частную территорию, это раз. У меня дома находился мой ребенок от первого брака. Она долбилась к нему в окна, что напугала, в принципе, моего ребенка. Он мне позвонил, сказал, типа, что какая-то тетя приехала, говорит, не помню, как ее зовут. Я вернулась. Мне по дороге позвонили сотрудники полиции, представились, начали со мной не очень культурно разговаривать, как бы, что быстро приезжайте, все в таком духе. Я приехала, я показала все документы, они спросили, где ваш сожитель. Я говорю, у меня нет сожителя, у меня есть законный супруг, на что мне сказали, вы уже и брак успели зарегистрировать. Оксана разговаривала с Лешей по видеосвязи. Вы ребенка не дали, Оксана? Не было ребенка. Ребенок отдыхал с папой на даче. Они не сказали в ни адрес, Долгодеревенском. где он находится. А вы Я просила сообщили адрес, где ребенок находится? А сотрудники полиции сказали, что это не надо, ребенок с папой, они убедились, как бы этого не требуется. Я Папа спрашивала законный. у него адрес. Нет, законный это представитель. сотрудники полиции. Ну, конкретно мама, которая хочет увидеть своего ребенка, имеет на это право? Я хочу понять вашу имеет. позицию. Ну, а почему вы не Ну, сообщили, как бы она, где наверное, ребенок находится? если бы она бы сообщила, что приехала, они бы, наверное, вернулись бы сдачу. Пора позвать Алексея в студию, потому что полагаю, что без него мы не разберемся. Оксан, зачем ты врешь, что мне дочь не нужна? Она тебе с 8 месяцев не нужна была. Да, если мне она не нужна, зачем я отправлял деньги, приезжал, виделся с ней Ты постоянно? много отправлял денег? Каждый раз. Каждый всю раз? зарплату отправлял. Всю? А ты сколько получал? Себе Ты максимум после того, оставлял как ты 1000. побухаешь? Я знаю, что ты себе мало оставлял. Так ты нам И мало чё? скидывал. Мало скидывал. 5000 в месяц для тебя это нормально? 5000 в месяц я Раз в скидывал. неделю? Раз в неделю. Стоп. Так, но у меня все-таки вопрос к вам серьезный, Алексей. Почему вы решили, что дочери будет лучше с вами, чем с родной матерью? Потому что она пьет регулярно. А вы не пьете? Оставляет Еву одну. А вы не Сейчас пьете? нет. Ну, а до этого пили? До этого было. Когда с ней время. жили? Было Да? время, Так да. может, она тоже без вас перестала пить? Нет. Откуда вы это знаете? Ну, потому что. Ты живешь со мной в Слушайте, данный момент. это Твоя вот эта мартышка живет со мной постоянно. Потому что а? я был здесь, Вы ко мне в постель еще, может В быть, рядом Челябинске. спите со мной и видите, как я сплю. в Челябинске на ты. работе. Мне вот она звонила. Пообщайся с моим будущим мужем, там, не мужем, Ни разу сожителем. такого не было, чтобы я тебе говорила, пообщайся. Да как не надо? Он сам брал трубку Ага. телефона и разговаривал с тобой. Полусиний брал там. Ребенок сейчас живет с вами. Да, совершенно верно. Почему вы не даете маме видеться с ребенком? Но мама не приезжает, но ребенок Так, стабильно еще раз общается. говорю. Если мама скажет, что я хочу увидеть ребенка завтра. Она говорила. И? Она хотела Она в среду говорила, я в приехать, она среду не приехала. приеду, она не приехала. Я говорила на этой неделе, возможно, в среду. А почему не приехали? Ну, потому Оксан, что было мне не так. Ты нужно сказала, я было позвоню. дела делать в кварталах. Я То есть это связано с судом. Я так понимаю, что у вашей супруги есть дети от первого Да, брака. есть. Вы нашли с ними общий язык? Да. Дима называет меня папой. Мгм. А сколько ему? 12. То есть вы все дружно ладите? И искренне считаете, что вашей дочке будет лучше жить с вами, чем с мамой? Ну, мы видели, как мама живет. Теперь давайте посмотрим, как вы живете. Это наш дом. В нем проживаем мы с супругом, нашими детьми. Ева, пойдем показывать комнату твою? Да. Пойдем. Здесь мы вот и делали ремонт к приезду Евы. Потому что мы верим, что Ева останется жить вместе с нами навсегда. Это моя комната. Здесь я делаю уроки, сижу за компьютером. Я хочу, чтобы Ева все время была у нас, потому что я уже привык к ней. Она, в принципе, отличная младшая сестра. Включай свою азбуку. В. Она очень познавательный, умный ребенок. То есть, если бы ребенком занимались, она бы была бы развита. Сейчас мы ее развиваем, она очень быстро догоняет свой возраст. Если она раньше говорила, что это авав, Ева, это кто? Это Адочка. Теперь это собачка. Вещи мы покупали. Оксана нам ничего не давала. Да, мама, отдала. 2 мамы у тебя? Да. Ева любит играть,
Ходим на горки с ней, в песочнице постоянно. Папа! Каждый пальчик в домик надо ссылать. Ева, кто построил песочницу? Папа и Бим. Еве из продуктов покупаем и все. Ева кушает хорошо. Оксана, когда звонит, задает Еве вопросы, мол, Ева, тебе там хоть кормят, хоть водичку и корочку хлеба дает. Всегда есть желание сказать: Оксан, ну курочку не даем, только мякушку даем, так как у ребенка зубы болят. Еве здесь будет хорошо, потому что здесь занимается еюшним воспитанием. А о маме она за 2 месяца даже не вспомнила. Мама Оксаны вам позвонила? Но она неоднократно звонила. Да, и сказала, что, значит, ее дочь пьет. И я так понимаю, сказала, что Ева в опасности, да? Говорила то, что сдаст ее в детский дом. И просила вас помочь. Ну То есть да. у вас хорошие с ней отношения, с своей бывшей тещей. Но она хорошая женщина. Эта хорошая женщина приехала к нам в студию. А вот для чего поддержать вас или свою дочь, это мы сейчас узнаем. Светлана Александровна, идите к нам. Здравствуйте. Так, что сидишь тут мелешь чепуху, а? Ты с ней столько прожил, и ты сидишь ее грязью обливаешь, а? Тебе не стыдно? В чем чепуха? Тебе не стыдно? Мне не стыдно. А? Правду говорю. Ты что делаешь? А? Да ты врешь тут все, врешь, сидишь вот с этой мадам со своей долбанной. А? Одни Тебе вы не не стыдно? врете. Подождите, я думала, Тебе что у не вас стыдно, хорошие а? отношения. Вы хотите сказать то, что вы такое Раньше он был ничего. Ничего Нет, он раньше сказал, был, да. что- А сейчас вообще. Пока не разошлись, был... Не Подождите, разошлись. Светлана Александровна, он нам сказал, садитесь. Он нам сказал, что вы ему звонили и Да жаловались ничего я на ему дочь. не звонила, вообще я ему Сказали, ничего что не она звонила. пьет, сказали, что срочно забирай Еву, иначе я ее в детский дом Это сдам. неправда. Да, конечно. Это ложь? Это неправда, это ложь. Если они когда выпивали, то вместе это было. А то, что я Были с работы срывался, вместе. приезжал в Карталы, когда она пила, это вы Ты мне хоть не раз звонили? приехал, знаю. я пьяная была. Да, Хоть представляешь, раз. представляешь, валялась в Уматину. В основном виновата вот его мадам. Так, а что она сделала? Это она его настраивает. Они бы, может быть, сошлись, потому что она с ребенком к нему приезжала. Подождите, Уже как бы кто помирились. кто, может быть, бы сошелся? Кто? Ваша Ну, дочь с да, ним обратно? да. А, вот Да. в чем дело. И А- это ревнует. Наверно, Потому что знает, да. что они она могут же приезжала сойтись. с Евой. Вот это У вас поворот. вроде бы было все хорошо. Да, вы как бы Я могу помирились. рассказать эту Да историю. всё. Да, дочка уехала с Евой, мне позвонила мама, вроде бы все хорошо. Потом тут скорости вот эта мадама звонит. Не знаю, Подождите, там, что это у надо них было, уточнить. и все. Подождите, то есть был момент, что когда они разошлись с Алексеем, ваша дочь, потом Конечно. они обратно соединились. Да, они хотели, и все у да, них было она хорошо. приехала. И тут было это всё появляется. нормально, да. Ага. Да вы же любили друг друга, а? И ребенка родили в любви. Лёш, ну ты что сидишь, молчишь-то? Так это было раньше. Вот раньше. А сейчас что До у вас того, стало? как она Богатую нашел с машиной, с квартирой, да? А ваша дочка, вот которая рядом с вами сидит, какая мама? Чё, хорошая мама. Да, а где старший сын? Ну, тут вот, конечно, получилось немножко. Ну, ничего, она Что молодая была. получилось немножко? Раньше она Ребенок молодая растет была, без как матери, бы у вас получилось немножко? неопытная немножечко, ну ничего. Мы сейчас посмотрим на экран, выслушаем мнение 2 людей, а вы потом нам скажете, кто это. Ну, сошлись они с Оксаной. Сначала у них все нормально было. Мы узнали, вот какая на самом деле Оксана, когда появилась Татьяна. Она бросала девочку. По 3 дня не было ее дома. Когда они жили вместе, напьются, дерутся. Он ее бил там. И потом вот они разбежались. Девочка воспитывалась у бабушки с дедом. У вас есть общий ребенок Таня? Ну, я с ней не общаюсь, я не вижу. У меня как ситуация произошла, меня сбили, я больный. Ну, это долгое время уже. Я ее не видел, и она ко мне не приходит. И вы знаете, я вот к ней даже в гости туда ходила, она у родителей жила. Я ей телефон даже свой давал. Вон, она не хочет со мной общаться, она не звонит мне никак, ничего. И все, я тебя не знаю. А с Оксаной вы общаетесь? Не, Оксана вообще... А почему? Никто никак. Ну, плохая девочка. Проституцией Оксана занимается. Да, ее весь город уже прошел. Нагульная женщина, гуляет с кем попало. У нее жизнь аморальная. Если алименты она получала,
на Татьяну. Татьяне не давала ни рубля. Виделись мы последний раз 17 лет назад. Если она не изменилась, то ей не стоит возвращать девочку к себе. Пускай девочка живет спокойно и воспитывается спокойно. Это бывшая свекровь и Танин отец. Я не имею понятия, где я занималась какой проституцией. Мам, да ты посмотри, это что вообще такое? Как это можно вообще снимать? И как это можно говорить вообще? Тише, успокойся. А что с мужем-то? Почему он сказал, что у него там ситуация сложная? Он потому что пил тоже. Башку ему пробили. Вот голову пробили, он в коме лежал. Понятно. И вот он вышел с комы, и вот он с головой немножко. Танюш, скажи мне, пожалуйста, почему ты с отцом не общаешься? Да я его как бы и не знаю. Таня, а что с рукой? Ну, это давно было уже. А что было? Ну, вены резала. Зачем? Из-за парня. А сколько лет тебе было? Мне сколько? Ну, лет 15, может, было. Скорая приезжала? Нет. Почему не вызвали скорую? Ну, я не захотела. Меня не было на тот момент дома. А где вы были? Я не знаю, она гуляла просто у друзей, то есть она не дома была. Ну, то есть как бы там было не глубоко. То есть, ну, это видно, что царапина. Видимо, хотела что-то кому-то доказать, я не знаю. Ну, а вы знаете, что Просто в таком случае ребенок нуждается в серьезной психологической помощи? Я все-таки хочу, Танюш, спросить, вот то, что тут Алексей вместе со своей супругой Олесей говорили, что ты пьешь, это правда? Нет, конечно, когда такое было-то, чтобы мы сидели с мамой пили? Вы тоже сидите, вы что врете-то, я не пойму. Но ты вот в 15 лет, когда из-за парня руки резала, ты трезвая была? Конечно, трезвая была. То есть ты не выпиваешь? Ну, бывает, да, выпиваю. Сейчас в студию войдет женщина, сестра Алексея, Валентина Гулицына. Здравствуйте. Здрасте. Давайте вот честно, объективно, с кем лучше Еве? Я считаю, что лучше в семье брата. Почему? Хотя всегда Потому была что на моей они стороне. смотрят за ней. Раньше он пил с ней постоянно. Причем, вы знаете, они даже как познакомились. Я ее тогда спросила, когда еще жила в Казахстане, говорю: Оксана, вы как познакомились? Да, он пришел с компанией. Ой, вроде бы Слышь, ты ничего. чё врешь, овца? Я оставила его, а этих Слышь выгнали. Пожалуйста. Это вот кто ему дает на первом свидании Да в ладно. машине, поняла? Вот Еще и кто. по пьяни, А мы причем. с ним не переспали в первый день Да ладно. знакомства. Мы с соседями поговорили. Твоя любимая рубрика. Давайте их послушаем. Оксана общительная, нормальная девушка. Год здесь живу, и у меня никогда с ней конфликтов не было. Леша, вот муж бывший ее, кидался на меня драться. Типа, ну, я его не пускал, чтобы он ребенка пьяный не забирал. Мы его тут накумарили, короче, и выгнали. Еве, да, лучше с матерью оставаться. Ему нельзя доверять. Но он бухает, наркоман бывший. А наркоманы бывшие вот не бывает. Ну, Алексей, он какой-то, я не знаю, такой тихушник. Я не видела так, чтобы сильно пил, но видела, разочек шатался здесь. И я слышала, что он вроде бы как говорит, что она алкоголичка. Ну, какая она алкоголичка? К ней весь город ходит на маникюр. Отличная мама. Постоянно в садик утром, вечером с садика. Все как положено. Сейчас я ничего не могу сказать, а вот раньше часто и густо приходила поддатенька. Но это, знаете, это было до появления этой девочки. Вот в подруге я ее даже вот как, я бы не взяла. Но единственное скажу, что вот девочка, когда здесь вот была, я ничего не скажу, чистенькая. Алексей и Олеся для нас очень хорошие соседи. Ни в чем таком, как бы, сверхъестественном замечены не были. Пьяными тоже мы их ни разу не видели. Все время с ребеночком гуляют. Ребеночек все время улыбается, девочка. Нормальная Олеся. Вот Алексей недавно появился. Он очень хозяйственный. Все время что-то копается, ковыряется в огороде, жужжит. И вот девочка появилась. Откуда-то, я думаю, почему, откуда она появилась. Такая на ручках все время ее носит. Так что я только за, если будет все хорошо. С кем вы сейчас живете? Коробейников Сергей. А давно вы уже с ним в браке? Год. Давайте позовем Сергея в студию. Я сейчас за ним, как за каменной это стеной. беременна уксус а не с пила этой и тряпкой. пыталась вытравить ребенка. Чего? Здесь кого алкашей видел? Ты хорек, кто ты? Я Тихо, тебе тихо, скажу, тихо, ломай. тихо. Я тебе с ноги ломаю, Алкаш. Я тебе сказал, тебе битой ноги сломаю.
Как вы отреагировали на то, что Алексей забрал Еву, дочь вашей жены, и больше не вернул? Плохо, как еще можно отреагировать? Оксана писала, что ее мужчина не очень относится к Еве. Я лично переписку читала их. 26-го Бред. мне позвонила Таня и попросила, можно с вами спокойно поговорить? Вот мама пьяная, пытается у меня вырвать типа трубку и с вами поговорить. У меня все сотрудники слышали, они были в шоке. Не было такого. Было. Сергей, у вас же вот не первый такой контакт с Алексеем, верно? Пришел к Еве податый, ну как податый уже, хорошенько податый. И мы были тоже там чуть-чуть податые. Он пришел, даже ни конфетки, ничего не принес, просто пришел. Я ему сказал, давай придешь, завтра проспишься, придешь, сядешь, увидишься. Он начал мне, кто ты такой, кто ты такой. Ну, он прав. А кто ты такой? Но пьяный человек тоже ребенку-то пускать. И что было дальше? Ничего, подрались. Оксана сказала, что везде обращалась, в том числе и в опеку обращалась. Мы тоже пообщались с начальником отдела опеки и попечительства Карталинского муниципального района Челябинской области Ольгой Алексеевой. Давайте ее послушаем. Князева Оксана состояла ранее на учете. По неблагополучию в 2018 году она была снята в связи с исправлением ситуации. На данный момент она на учете не состоит. По поводу вот именно этого ребенка к ней как бы претензий нет. То есть свои обязанности родительские она выполняет в полном объеме. У нее есть положительные характеристики и от соседей, и из детского сада, который посещал ребенка. Мы знаем эту ситуацию с ней, поскольку она обратилась в суд с исковым заявлением об определении места жительства своего ребенка с ней. И также она звонила и поясняла ситуацию. Мы выходили на обследование по ее месту жительства, как положено по запросу суда. Условия у нее удовлетворительные, позволяют находиться малолетнему ребенку с ней. Ну, в данном случае все находится только в компетенции суда. Мы не будем представлять ее интересы, потому что у нас своя задача в судебных разбирательствах. Мы даем заключение. Заключение окончательно мы будем давать уже в судебном порядке. Потому что, может быть, выявлены какие-то еще дополнительные сведения, о которых мы не знаем. Мать имеет право, или другой родитель, который живет раздельно от ребенка, имеет право на общение. Если суд примет сторону отца, то да, ребенок будет постоянно проживать с отцом. Хочу сказать, что оснований для изъятия ребенка у отца нет. Если вдруг отец будет препятствовать, если не будет договоренности в данном вопросе, она также сможет обратиться в суд об определении порядка общения с ребенком. Я полностью согласна, что девочка должна остаться вот в этой семье с отцом. Потому что, на мой взгляд, я не могу понять и никогда не пойму и не приму, когда женщина находит 33 причины сказать о том, что я не могла доехать, я не могла приехать в среда, а у меня там были какие-то... Какие у тебя могут быть дела, если ты мама и борешься за ребенка? Вот я честно хочу, чтобы вы проиграли, чтобы вас наказали и с вас взыскивали денежные средства ежемесячно. Я общалась с Евой. Потрясающая девчонка, очень позитивная, очень коммуникабельная. Но у нее задержка речевого развития. Это значит только одно, то, что с Евой не занимались. В интересах ребенка, конечно, остаться в семье отца. Алексей тоже безвольный, так же, как и Оксана. Вот Олеся молодец. Если дети с ней останутся, будет дочка с ней, все будет прекрасно, потому что она глава фактически семьи, она принимает все решения, она все делает и правильно делает. В том, что у Олеси получится заниматься Евой, я не сомневаюсь. Но я не могу не спросить просто вслух, а уверена ли Олеся, что она всю свою жизнь проживет с Алексеем? И что тогда будет с Евой? Вопрос большой. Нужна ли будет эта девочка кому-то? Я не знаю.
этом заказе должно быть 3 пары женских ботинок. Мне кажется, что интернет-магазин решил, зачем тебе, Юля, ботинки? Тем более на каблуке. Вот тебе куртка. Так ты еще авточехлы заказывал? Да, от них вонь такая, что можно задохнуться. Из-за телефонного звонка мошенников я и мой отец остались на улице. Как он представился? Какой-то капитан. Ну и сказал то, что на меня оформляется где-то кредит. Какую сумму вы взяли? Около 1 миллиона. И отправили на такой-то, такой-то номер. Они говорят, продавайте квартиру, да? Ну да. И вот тут возникла проблема, которую они не ожидали, верно? Можете рассказать, как?